В этом видео мы с вами подробно поговорим про то, как же определить смену тренда. Мне очень часто задают подобный вопрос, и сегодня в этом видеоуроке я бы хотел на него подробно ответить. Друзья, всем привет, меня зовут Сергей, вы попали на канал Икигай, и давайте с вами начнем наш видеоурок. Итак, мы с вами хотим определить смену тренда. На основе чего это делается? На основе всех факторов, которые мы видим на графике, на основе вероятностей. То есть на основе информации, которая доступна на основе истории. Все наши прогнозы строятся только на основе истории. И как раз таки история дает нам ту самую необходимую информацию. Напоминаю, что тренды бывают как локальными трендами, так и глобальными. Смотрите, это золото, дневной таймфрейм. Допустим, мы представили, что этой картины еще не было. Я делаю этот пример, поскольку лично я сам заходил в данном месте на смену нисходящего локального тренда, на смену данного локального тренда. И я хочу разобрать на примере, как же я смог определить данную смену тренда. Смотрите, у нас здесь есть три обозначения, так сказать, тонкости. И давайте мы с вами самые локальные уровни будем использовать под цифрой 2, а самые глобальные под цифрой 4. То есть толщина у нас меняется. Все, мы это сотрем. И давайте с вами начнем с самого начала. Для начала нам нужно определить глобальную картину рынка. Для этого мы опять же находим информацию. Точки соприкосновения на графике. У нас есть две точки, через которые можно провести трендовую линию. Проводим ее. И вот что мы получаем. То есть общий тренд направлен на повышение. Через две точки мы с вами провели трендовую линию. И это уже дает нам какую-либо информацию о том, где будет возможный отскок цены. Смотрите, идем с вами немножко поближе. Мы видим, что первая реакция вот в данном месте произошла как раз таки от данной трендовой линии поддержки, которую мы начертили. То есть это уже третий отскок, и информация у нас подтверждается. Идем с вами дальше. Смотрите, так, это я сотру. Внутри данного глобального тренда, который мы начертили, есть свой локальный тренд. Рисую его. Рисую трендовую линию сопротивления и немного уменьшаю толщину. Это более локальный тренд. Вот так вот все это мы делаем. И получается, что внутри данного глобального тренда есть свой локальный тренд. Все это зависит, конечно же, от таймфрейма. Напоминаю, что рынок это фрактал. То есть, если я скрою от вас все таймфреймы, если я скрою все данные и открою любой таймфрейм и спрошу вас, какой это таймфрейм, то вы не сможете ответить. Поскольку рынок это фрактал, и все движения на всех таймфреймах повторяются. Разница только в том, что на более мелких таймфреймах меньше информации и больше шумов. Смотрите, идем с вами дальше, погружаемся в картину рынка. Внутри этого локального тренда, который находится внутри глобального тренда, есть свои локальные тренды. Проводим через точки соприкосновения трендовые линии и получаем свои локальные тренды. И вот тот самый тренд на понижение, о котором мы говорили. Смотрите, друзья, трендовые линии чертятся очень субъективно, и они могут менять свое построение. Это не какой-то точный показатель. Если у нас отскок бы произошел немного пониже, то мы бы просто начертили трендовую линию и оставили ее вот здесь вот. То есть получается, у нас бы здесь образовалась вторая точка. Все это черчение это субъективно и только предполагает нам возможные варианты событий. Но чем больше совпадений мы находим, тем больше наша вероятность. Смотрите, я немного скорректировал трендовую линию, чтобы это было больше похоже на диапазон. Конечно же, здесь можно оставить ту самую трендовую линию, чтобы было больше информации. Но я все же делаю так. Немного еще скорректирую. Хорошо, друзья, с трендовыми линиями мы более-менее определились. Теперь нам нужно найти информацию об уровнях поддержки и сопротивления, о горизонтальных, прямо хороших уровнях поддержки и сопротивления. Чем уровень, естественно, заметнее, чем уровень глобальнее, тем больше вероятность, что от него произойдет хорошая реакция. То есть здесь у нас имеется хороший уровень поддержки, который я нарисовал. Итак, что мы получаем по итогу? У нас здесь находится глобальная трендовая линия поддержки, у нас здесь находится горизонтальный, глобальный хороший уровень поддержки, и реакция происходит при совмещении горизонтального уровня и трендовой линии. Что нам это дает? Опять же, мы совмещаем факторы и увеличиваем нашу вероятность. Это нам дает увеличение вероятности смены тренда именно в данном месте.
Вот почему надо анализировать общую картину рынка и все между собой совмещать. А теперь представьте, что если бы вы не посмотрели эту общую картину и зашли просто по локальному тренду в данном месте, да, на какую-то короткую позицию, все, вы бы потеряли. То есть очень-очень важно, и я всем прямо строго-настрого говорю, чтобы вы анализировали общую картину рынка, свои глобальные и локальные нюансы. Хорошо, друзья. Мы с вами ищем еще больше факторов. Немного приближаем. Давайте даже для начала мы откроем недельный таймфрейм. И что мы здесь увидим? У нас здесь образовалась формация, которая напоминает нам что? Фигуру технического анализа бычий флаг, которая нам говорит о повышении. Это также можно учесть факторы. Плюс ко всему переходим на таймфреймы пониже. Давайте открою даже H4. И что мы здесь видим? Давайте нарисую это таким вот образом. Вот идет наш локальный тренд. Потом происходит отскок от совмещения трендовой и горизонтальной линии поддержки. Далее цена вновь подходит к этому уровню, к тому же минимуму. И вновь отскакивает. И вот здесь, в этом месте, мы уже с вами думаем, заходить на смену тренда или нет. Поскольку цена находится на трендовой линии сопротивления, внутри локального тренда. Тем самым, что у нас по итогу получается? Данный набор движений у нас образовал фигуру технического анализа двойное дно. А двойное дно у нас указывает на смену тренда. Это еще один сигнал, чтобы зайти именно здесь на смену локального нисходящего тренда. Считаем факторы, которые мы нашли. Глобальная трендовая линия, раз. Смотрите, даже еще кое-что я забыл учесть. Также отскок у нас произошел от трендовой линии поддержки внутри локального тренда. Итак, считаем факторы. Глобальная трендовая линия поддержки, уровень поддержки горизонтальный, трендовая линия поддержки внутри локального тренда, фигура технического анализа, двойное дно. Далее, бычий флаг, некое подобие бычьего флага, который также указывает на повышение. И еще один фактор – это пробой трендовой линии локального тренда. То есть, смотрите, через скопление максимумов мы провели с вами трендовую линию. Еще немного ее скорректирую, чтобы было прямо идеально. Вот. Раз, два, три. И мы видим, что в данном месте произошел пробой трендовой линии. Цена пошла у нас вверх, потом вернулась, и здесь произошел ретест. И вот как раз таки здесь на локальной картине можно рассматривать и открывать несколько позиций на повышение. Тем самым мы с вами можем отработать движение до локальной трендовой линии сопротивления внутри вот этого вот тренда. И даже можем оставить еще позиции, чтобы в случае чего, в случае пробоя данного локального тренда, цена пошла дальше по глобальному тренду. По итогу, друзья, сколько факторов мы здесь нашли? Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 факторов для смены тренда и захода на повышение. Лично я здесь сам отрабатывал эту ситуацию на золоте. Отрабатывал это двойное дно. И вот тот самый ответ на вопрос, как же определить смену тренда. С помощью вероятностей, с помощью информации, которая есть на графике, которая есть на истории. И, друзья, конечно, для этого нужно знать как минимум основы технического анализа. Поэтому, если вы их еще не знаете, бегом идите изучать. Я в своем обучающем проекте по трейдингу обучаю людей данным техническим моментам. И периодически выкладываю туда видеоуроки. Чтобы вступить в этот проект, вам нужно зайти по ссылке в телеграм-канал и там в закрепленном сообщении найти инструкцию по входу в этот проект. Друзья, если это видео вам понравилось, обязательно поставьте этому видео лайк и пишите комментарии в поддержку. Меня это очень сильно мотивирует. Пишите свою любую обратную связь, и если будет критика, также я ее приму. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита, побеждайте, друзья, и всем пока.